Кушай, тебя зовет Виталик кушать. Иди покушай, быстро. Иди покушай. Давай, бегом побежал. Кушать иди. Иди кушай. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, следите за обновлениями. 3 градуса тепла на улице. Я приехала за карасем. Как вам мои планы? Я решила половить карася на прекрасном водоеме, который называется Лагозар. Рыба 100%. Здесь есть карась, здесь есть, но я не знаю, проснулся ли он и собирается ли он у меня клевать. Думала стать подальше туда, ближе к полю, но там уже поле открыто, и поэтому достаточно так неприятно поддувает ветер в спину. А вот здесь вот такое вот, мне кажется, очень даже приятное местечко для того, чтобы разместиться. Шаровички. Такая вот кучка небольшая у меня лещей, конечно же, вещей, ладно, которые нужно сейчас распределить и нужно перенести, ребят, в сторону вот туда, вот этого вот понтона. И что, у меня даже есть с собой шатер, потому что сегодня где-то во второй половине дня передавали небольшенький дождь. И вот здесь вот, если кто-то на меня не подписан в ТикТок, здесь у меня сейчас идет прямой эфир в ТикТок. Поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, который называется Контрольная рыбалка. Остатки корма, роскоши от зимы. Это готовый корм, который лучше сейчас использовать, иначе потом впоследствии своего хранения он, конечно же, ребят, испортится. Единственное, что это не на леща, это не на карася. Вы меня видите? Это на плотву. Сейчас понюхаем, если он испортится, надо будет его выбросить. Я обожаю этот запах, обожаю. Сегодня я собираюсь рыбачить по-простому. Сегодня вместо фидеров у меня будут закидушки Горынычи в росте 2,7 с тестом до 200 грамм. Причем я решила провести эксперимент. Один спиннинг я буду использовать для того, чтобы рыбачить просто из произвольного места, там, где заклипсуюсь, и буду эту точку раскармливать. А вторым спиннингом я найду точку ловли. Посмотрим, смогу ли я сейчас замаркериться простым вот таким вот спиннингом с таким большим тестом коротеньким. Получится ли у меня им половить, ребят? Как хорошечно, когда рыбачишь на платнике, потому что весь мусор, который у тебя собирается, это вот такие вот пачечки от прикормки, это использованная плетенка, которую ты обрезаешь. Кстати, нельзя ее выбрасывать на пол, потому что в ней могут запутаться птички. Собака лежит перед экраном. 2 удилища готовы. Монтаж Патерностер. Сейчас забрасываю 40-граммовую вот такую вот кормушку для того, чтобы проверить, хватит ли мне ее, для того, чтобы куда-нибудь хотя бы доплыть. Ништяк. Вообще нормально. Тяжелые кормушки лучше на такой глубине не использовать, потому что будут сильно громко плюхать и будут плавать рыбу. Самая универсальная наживка на карася, карпа, это, конечно же, опарыш, ребят. Опарыш, и к опарышу, вот я надеваю на крючок, давайте 4 опарыша. К опарышу можно поддеть. Что можно поддеть? Пучок мотыля, правильно. Мотыль может привлечь какую-нибудь мелочь, а из-за того, что привлечется какая-нибудь мелочь, может подойти рыбка и покрупнее. Но увлажняю прикормку, ребят. Все-таки мне как-то маловато увлажнения. На плотву, да, она должна быть такая пыльная. Плотва любит пыль. Вот буквально чуть-чуть водички добавила, и сразу получилось то, что мне нужно. Сразу же. Вяжем монтаж для второй закидушечной, ребят. Сделала монтаж. Один меня улетел на соседнее удилище. Наживляю. Пучок мотыля, потому что мотыля кто-то на... Соседний у меня был надет сначала пучок опарыша белого с пучком мотыля. И у меня именно мотыля кто-то съел. Слава богу, пока никакого сильного дождя, никаких осадков нет. Хотя сегодня обещали даже дождь со снегом, прикиньте. Ребят, уже первая поклевка. Ну, сильно так достаточно трясло. Сейчас посмотрим. Очень бы хотелось карася, конечно.
Это карась, это карась, карась. Ура! На мотыля. О, пожалуйста, такой красавчик. Весенний карась, за попу пляс. Раз. Отпускаем. Большой пучок мотыля, ребят. На большенький пучочек мотылика. Кукурузишно, ребятки. И сейчас мы ее вот сюда и понемножку начнем давать в прикормочку, конечно. Думаю, должен быть карасик. Что-то такое, какое-то прям бойкое слишком сильно, не похоже на карася. Или карась. Карась. Какой красавчик. Ну вы только посмотрите. Ну вот только посмотрите на этого красавца. А? Вот такой вот весенний карасик второй. А? Ну красавчик. На этот раз я уже поставила, так как мотыля объедала, я поставила опарыша с мотылем одного. И вот, пожалуйста, он взял. Оп. Вот такая красота. Отпускаю. Пошел. И это я, между прочим, ребятки, еще не добавляла в прикормку ни кукурузу, ни опарыша, ничего. Кормушка другая, немножко непонятно. Кормушка мне не очень нравится. Она такая какая-то занадто тяжело идет. Но похоже, как будто рыба есть. Как будто кто-то клюнул. Смотрим. Оп. Видали, какая разница, да? Точка, которую не выбирала, точка, которую выбрала, да? И здесь плотва с большим крючком, а здесь второй карась. О. Там, наверное, рыба есть. Есть, да, там... Ё-моё! Это, наверное, карп. Это карп на 0,12 леску. Это 100%, ребят, карп. Идет, ребята, идет, смотрите, идет сюда. Нам все равно. У нас фрикцион. Мы сейчас настроим красивый. На всякий случай. Ну, мы же не знаем, кто там у нас. 0,12 поводок, я повторюсь. О, это карпик, ребят. Это карпик. Вот, в таком случае просто настраивайте чуть-чуть больше фрикцион. Выросли с прошлого года. Какой красавчик, а? Рамс, ты вообще видишь, что рыба какая? Стопэ. Дружище. Неудобно чуть-чуть. Фидером удобнее, конечно, брать. Блин, колени сейчас вывалятся. Ладно. Ё-моё. Рамс. Мы с тобой два дурня, да? Вот такая красавица, ребят. Вот такой вот красавец. На газе весной. Рамс. Ой, такой хороший. Ты в кадре такой красавец, Рамс, у меня. И вот сейчас я беру и вот эту вот кукурузу, которую, конечно, не очень хорошо пожмякала, я ее вот сюда оп, добавляю вверху на корм. Ребята, плотвенный корм, который я чуть-чуть доувлажнила. Все, крупная фракция пошла для рыбки. Ребят, только поставила мотыля, да, на червя вообще не хотела брать. Только поставила мотыля сразу, бух, удар, да, буквально вот 2 секунды прошло. Вот там она. Очередной карась. Вот, пожалуйста. Смена наживки привела к его поимке. Поклевка была красивая. Все, крючок в экстракторе. Вот он, красавец, на солнышко повелся к нам, приплыл. Вот такой вот красавчик Карасевич. Жалко, нельзя собирать их. Можно было бы так и сфоткаться, а так получается. Даже эффектной фотки не получится. А все почему? А потому что кругом одни спортсмены. Рыбу так нельзя, на это нельзя, на все нельзя. Задрали. Установили шатер для того, чтобы, если
что если вдруг начнется дождь, хотя очень не похоже на то, что он начнется, погода наоборот пока становится только лучше. Вот стоит шатер, сюда может спрятаться собака, сюда можем спрятаться мы и спрятать, если что, свои вещи. Штука классная, спрятаться от солнца, спрятаться от дождя, снятый уже с производства, ну, что поделаешь. Зато у меня есть. И, кстати, здесь даже теплее, чем на улице, сразу чувствуется. Вот так выглядываешь, и там сразу это, оп, назад, и оп, и оп, и оп. Вот такой вот красавец. Ну, маленький, давайте выпускать. Потому что дома уже не высушим, дома уже какие-то всякие дендробены появляются, уже не высушить. Мастер-класс. Мастер-класс по ловле карася на платнике. На мотыля влетел. Красавчик, а там клевало, а уже не клюет. О. Давай. Вон, смотрите, как колокольчик. О, отпускает колокольчик. Сейчас Юля к тебе придет, дружище. Наверное, нет, кстати, никого. Хочешь рыбу поймать, надо вовремя подсекать, как говорится. А так? Пару раз дернула. Ну ничего, нормально. Значит, еще и оставила всю наживку нормально. О, пошло в цель. Приняла решение испытать свои спреи, можно так сказать, дипы, которые у меня есть. Выбрала наиболее, которые мне кажутся эффективными по карасю либо по какому-нибудь карпу, но мне больше хочется карася и какой-нибудь покрупней. Это будет червячок, это будет анис, это будет укроп, это будет линь, карась, марципан, запах марципана, это будет арахис и это будет просто ванилька. Ох, какой красавец, вылезли. Ой, какой, вот такой красавец, а, ну, карась нереалка. Карасяндрик. Вот он, настоящий кайф. Одно, второе удилище, прикормочка. Есть карасик еще один. Блин, ну на него кайфово очень на горыныч чувствуется, понимаешь, когда вываживаешь, у него прям все ощущается. Офигенно просто ощущается. Понимаешь? Ну, вот это кайф этого спиннинга, что он, несмотря на то, что он дубинал до 200 грамм, ребят, на него все равно очень кайфово ощущается все. Уже эта рыба и вправо, и влево успела сплавать. Кто там? Вау! Вот красавица. Кстати, мне кажется, побольше трошки. У меня в руке. Угу. Снова на пучок мотыля. Ну вот. Мотыля хотит рыба, а? Сейчас будет рыба. А что я здесь поставила? Червячка. Это на червячка. Здесь у меня сейчас стоит одна кукуруза и пучок мотыля. Значит, сегодня у меня уже сработали пучок мотыля. Опарыш белый с пучком мотыля, была поклевка на красного опарыша с пучком мотыля, на кукурузу и даже на червяка. Короче, все, что было, но все клюет. Ух, ой, какой красавец. Ой, какой красавец на червячка. Ну, посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Ой, любимая рыба. Это моя любимая рыба. Моя любимая, самая любимая рыба — это карась. Вот такой красавчик.
Ну класс. Класс. Ну, отпускаем. Ага. Троху оп, запуталась. Главное не дергать ничего, она тогда хоп и распутывается. Червячка на навозного. Ой, красавец. Вот красавец. А не смог удержаться и клюнул. Ощущение, как будто кроме рыбы там еще что-то вместе с рыбой идет. Уже вторая поклевка. За то время, пока кукуруза здесь стоит на ближней дистанции, уже вторая поклевка на червя. С той же самой точки. Вот он красавчик. Вот он красавчик, еще один. Монтаж патерностер. Леска 0,12. Крючок у меня здесь 18. Чика или чинда, не помню. Опа. Беру на абордаж. Леска свежая. Минога у меня. Оп. Крючок маленький. Клюнул, как видите, уже второй на червячка. Второй подряд. Такой красавец. Весенний карась. Такой вот маленький крючочек. Я на него сейчас наделаю червячка опять. Это Джуси Фрута возмущается на то, что там вон кормушка висит, видите? Она ему не нравится. Ну, что-то непонятное происходит. Рамсик, а что она тебе делает плохого? Расскажи нам всем. Короче, как я поняла, если здесь не клюет, то для того, чтобы проверить, есть ли рыбка на точке или нет, крутится она там или нет, нужно снять ту наживку, которую пытаешься попробовать поймать эту рыбу, и поставить мотыля. Все, видите? Даже здесь одна кукуруза вернулась. Плохой заброс был. Перебрасываю. Я поставила сейчас пучок мотыля, одну кукурузу, укоротила поводок, у меня большой крючок. Такое ощущение, как будто идет не карп, а идет карась. Карась на кукурузу с мотылем. Как говорится, представьте себе, такой вот огуречек, зелененький он был. Маленький крючок не выпадает изо рта, и я могу поднять, а на большом крючке взял и выпал. Дипуемся, а низкой. Оп-оп. Еще в запасе около 3 часов ловли, только что забрасывала. Монтаж. И что он сделал? Он улетел, потому что сделал карабин? Он расстегнулся. Поэтому это что значит? Это значит, что надо всегда за этим следить и не быть как я. Нифига себе. Кто там у нас такой, а, наглый? Ух ты, какой карась. Давай такого заберем. Не хочешь жареных карасей? Супчик. Поклевочка. Так, что не такое, не крупненькое. Еще поклевка, еще поклевка, еще поклевка. Сюда. Ага. Это мой это я.
Ну, это прям какой-то другой карась. Прям. Такое нам нравится, да. Да, такое мы любим. Что я сюда попшикав? Анис. Ой. Опа. Очень вкусно. Очень. Уже точно не потерять, как сейчас на жареночку, это уже третий карасик. Клевки продолжаются, такое ощущение, как будто просто рыба стала хитрее, чем в прошлом году была. Ну, она реально просто умудряется не засечься. Украсть опарыша и не засечься. И еще одна пачка корма, потому что у меня еще впереди, наверное, 3 часа, да, где-то ловли. 3 часа ловли, я за 3 часа ловли так часто перезабрасываю, конечно. Успею все потратить. Есть. Я ж слышу, что поклевка, говорю, и вот была поклевка. Не было, была. Моцный карась и карп. Ух ты, какой карась! Вот такой нам надо. Сейчас мы, ребятки, себе вот таких вот парниш покрупнее насобираем, наверное, штук 6, потом на выходе, может, штук 8. Самый съедобный размер. Вот такой вот красивый, чистый серебряный карась. Ставлю опарыша с мотылем и пшикаю анисом. Вот такой вот красавец. Карась, 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 карась. Карась, карась, карась. Карась стал клевать реже. Сейчас клюет на опарыша с мотылем. Некий какой-то хитрый такой стал, я не знаю. То ли жрать хочет, то ли что. Я не могу понять. Чаще стал сходить. Я уже поменяла крючок, поставила на вторую закидуху тоже маленький крючок. Вот жду. Когда? Что? Такая я молодец. Дождь чуть-чуть надо ждать. Он начинает чуть-чуть наклевываться, ждешь, и потом такой бум-бум-бум. И вот тогда уже надо ждать. Так я уже пару раз видела, как он там пытается зажраться. Хорошенький карасик. На мотылька. О, прям. То, что надо. Секундах, когда в руках. Он клюет, наверное, каждых 50 секунд, а мы не видим. На 50 секундах. Понял? Ребят, еще один. Оп. Красавец. Не успел даже мотыля съесть. 50 секунд, видите? А я так сижу, жду, думаю, что.
Пошел дождь, задул сильный ветер, снесло, почти Собака держит палатку. Виталик ее фиксирует. Хорошая поклевочка была такая, уже третья подряд. 2 рыбы я не засекла. Ну а это уже идет. Маленький крючок у меня совсем, надеваю сейчас. Если карась, то должен быть более-менее хороший. Да, я же говорю, что прям такой. И выпал изо рта. Рада, короче, что приехала на этот водоем. Единственное, что надо подбирать правильные размеры крючков, правильную длину поводков. Кормить здесь не важно куда, главное бросать все время в одну и ту же точку получается, и рыба в любом случае туда приплывет. Потому что, в принципе, поклевка у меня разницы между первой и второй точкой, и в размерах рыбы у меня абсолютно нет. У меня сейчас, когда уже раскормлена и одна, и вторая точка, у меня клюет одинаково хорошо. На первой точке у меня стало клевать пораньше, которая была дальше выбрана, которую я замаркерила и которую я трохи перекормила. 10 кормушек я туда кинула. Делаю соответствующий вывод, что здесь просто надо больше кормить и чаще перезабрасывать. Хоть и для кого-то совсем непривычно использовать вот такие вот палки в качестве фидерного удилища, я могу вам сказать, что, оказывается, рыбалка и на такое удилище абсолютно возможно. Причем даже когда я держала удилище в руках, поклевка очень хорошо отдавалась в руку. Я чувствовала ее прямо в руку. Говорят, просто универсальных удилищ не бывает. Я могу сказать вам, что это удилище просто короткое. Вы не сможете им ловить на супер-мега дальние дистанции. На дальней дистанции вы им ловить не сможете. Но ловить на пикерной дистанции до 40 метров вполне себе комфортно. Загрузили кормушку 50-60 грамм и вообще просто огонек. Поклевки я реально все вижу. Как на колокольчик, вот у меня они сейчас отображаются, так поклевки я вижу и, как это назвать, кончик, вивертип, неважно. Здесь вивертипа нет, здесь двухсоставное удилище, оно максимально простое, но на них клюет. Ой, хороший, ребят, ой, хороший мальчик. А, это карп, ребят, у меня карп уже пришел, вот уже карпушка пришел. О, такие карпики здесь есть. Так, уже... Опа. Ну, уже троху выкормила. Такого, да, и съесть не жалко. Красавчик. О, посмотрите какой. Смотрите какой. Огонек какой, а, гляньте. Вот какой карась. Кстати, вот это вот глисты. Сейчас мы его выхоним. Я видела, как чел один доставал из плавника. Какой, смотрите, а? Какой огонек, а? Ну, классный карась. Самые большие сейчас приплывали, слышь?
Ваша Юлька, любительница красивая фея, запомните. Обильно сегодня добавляла в прикормку кукурузу, личинки опарыша. Корм у меня был плотва. Здесь уже не только чистая плотва, но и лещевая прикормка, потому что я переувлажнила плотву по итогу и потом ее наоборот сушила. Давайте я вам покажу, сколько карасиков я заберу, чтобы похавать. Ну, немножко пришлось, короче, подсобирать. Почему? Потому что нужна харная фотка. А гарной фотки без съестного карася не получится, понимаете? Это не весь карась, которого я поймала. Здесь карася было гораздо больше. Плюс у меня ко всему клюнули карпы. Вот такая вот красота получилась. Посмотрите. Вы думаете, что я не ем рыбу? Я ее ем. По-настоящему клевая, легкая, весенняя рыбалка на карася получилась. Если вам нравятся такие видео, как делаю я, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока, увидимся на водоемах.